Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у меня в меню по многочисленным вашим просьбам зур белеш. Это неотъемлемая часть любого праздника нашего национального татарского, так же как и чак-чак. Традиционно белеш в деревнях готовят из трех видов мяса. Это обязательно гусятина, телятина и баранина. Я сегодня взял гусиную грудку, телячью мякоть и баранью мякоть. Телятину я взял с жирком, гусь, соответственно, тоже жирненький такой, чтобы сам у нас белеш был сочный, жирный и вкусный в то же время. Также нам потребуется лук, картофель. Тесто я буду замешивать на сметане, майонез, одно яйцо, растительное масло, соль, мука. Приступим. Для начала замесим тесто. Пока оно у нас будет настаиваться, мы подготовим начинку. Дорогие друзья, для теста мне потребуется 500 грамм сметаны. Отправляю сразу в миску. 2 ложки майонеза. 3 ложки растительного масла. Масло добавляется, чтобы тесто у нас было более рассыпчатое. Одно яйцо. И чайная ложка соли. Все это замешаем. Муку просеиваем, постепенно замешиваем. Если делать без яйца, некоторые делают без яйца, то тогда масла растительного добавляйте меньше, допустим, 2 столовые ложки. Яйцо как бы тоже сушит тесто. Я для белеша буду использовать 30-сантиметровую сковородку, диаметр сковороды. И на это количество я все ингредиенты укажу внизу в описании под видео. Дорогие друзья, тесто я довел до нужной консистенции. У меня ушло 650 грамм муки. Опять же, от сорта муки, от жирности вашей сметаны, от размера куриного яйца, там может играть плюс-минус какие-то 20-30 грамм муки. Друзья, тесто готово. Убираем его в миску, закрываю его. И 20 минут, пока оно настаивается, 20-30 минут, мы подготовим начинку. Мясо нарезаем мелким кубиком. Режем сначала гуся, так чтобы жирочек у нас был. Мясо лучше нарезать, чтобы оно было чуть подмороженное. Тогда будут ровные, красивые кусочки. Чуть больше, чем на манты. Подготовленное мясо отправляем в миску и таким образом нарежем все мясо, и баранину, и телятину. Для белеша желательно брать мясо с прослойками жира, чтобы оно было, чтобы сам белеш получился сочный. Сейчас я нарежу все мясо, и мы продолжим. Дорогие друзья, мясо я подготовил. Лук нарезаем мелким кубиком. Картофель нарезаем тоже не крупным кубиком, чуть крупнее, чем на манты. Кто-то из хозяек любит покрупнее. Я люблю, чтобы картофель был вот такой небольшого размера. Дорогие друзья, начинку я подготовил. Отправляем 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку, так, без горки, перца. Ну, кому как нравится, можете по вкусу, любите поострее, можете добавить больше. Все тщательно перемешаем. Опять же, каких-то точных пропорций по мясу и картошке нет. Все зависит от объема сковороды и от того, насколько вы любите там мясо или картошку в той или иной степени. Кладете больше того или другого. Все, начинку я подготовил, убираем в сторону и займемся тестом. Белеш у нас состоит из днища, крышки, и есть еще такая пробка и узоры. Вот из подготовленного теста я делю 2/3, оставляю на нижнюю часть, а 1/3 я отрезаю вот
для пробки. И пополам делю. Это будет у нас крышка и узоры. Подпыляем стол мукой и начинаем раскатывать тесто. Раскатываем не сильно тонко, так как у нас, чтобы начинка в процессе приготовления не потекла. Блиш он такой пирог сочный. Дорогие друзья, тесто для дна балиша я подготовил. Сейчас смажем сковороду маслом. Прямо стенки, все промазываем. Ну, уж как в обычных пирогах, процедура та же самая. Берем тесто, складываем на четверть, выкладываем на сковороду и расправляем так, чтобы у нас все ровненько легло. Края не смотрите, может быть, пусть с запасом будет, лучше потом подрезать, чем у вас не хватит. Небольшой еще секрет. На дно насыпаем муки. Это для того, чтобы сок с начинки, мука в себя впитала, и тесто у нас раньше времени не расползлось. Отправляем начинку. Распределяем начинку по всему балишу. Не смотрите, что первоначально кажется, что это очень много. Это все у нас в процессе приготовления усядется и будет самый то. В то же время очень сочно и смачно. Закрываем верх балиша. Все это надо делать быстро, друзья, чтобы тесто у нас не расползлось. Закрыли, поднимаем края вверх, заодно защипляем здесь, чтобы потом крышка у нас закрылась. Вот таким образом раскатываем крышку. Крышка готова, друзья. Накрываем крышкой и склеиваем края. Опять же, форму балиша, так как и пирогов, каждая хозяйка делает по-своему. Чтобы закончить нам красивый верх, срезаем лишнее. Еще раз подравниваем. Пишем вверх. Так, крышку я закрыл. Скатываем из теста шарик. Прорезаем в середине отверстие. Накрываем его шариком теста. И можно еще для красоты сделать узорчики. Берем нож для пиццы и вырезаем какие-нибудь фигурочки. В нашем случае я вырежу лепесточки. Меня, кстати, кто-то в видео спрашивали, как вы режете фигурки. Вот он. Все, балиш у нас готов. Отправляем его в духовку, нагретую предварительно до 180 градусов. Включен вверх-вниз, без конвекции, чтобы не высох у нас балиш. Сейчас отправляем минут на 30, чтобы тесто у нас прихватилось, и потом температуру будем убавлять. Дорогие друзья, прошло 25 минут. Убавляем температуру на 160 градусов, так как у нас тесто подсохло и начало румяниться, и забываем его еще на час. У меня прошел час, балиш подрумянился. На этом этапе можно первый раз его смазать маслом. Прямо растительным маслом. И оставляем еще на полчаса. Дорогие друзья, прошло 1,5 часа. Сейчас нам нужно вскрыть балиш, пробку, залить бульон, попробовать картошку. Сыровато еще. Заливаем бульон, можете воду
с маслом, со сливочным. Бульон должен быть горячий. Наливаю через воронку, чтобы аккуратно не залить на пирог. Иначе рисунок будет неравномерный. Бульон соленый. Смотрим, делаем углубление. Так, бульон показался, все, достаточно объема. Смазываем его второй раз маслом. Отправляю в духовку еще на час. При этом убавляю температуру до 140 градусов. Беляш за счет того, что у нас внутри бульон, дойдет на этой малой температуре, весь пропарится. Дорогие друзья, у меня прошло 2,5 часа. Зур-Балиш готов. Скрывают его, есть свои тоже тонкости и нюансы. Обычно его готовят на татарские свадьбы или какие-то праздники. Сначала вскрывают крышку. При этом, если это праздник или свадьба, тот, который скрывает, поет песню, как правило. Но я певец еще тот, поэтому петь не буду. После того, как вскрыли, нужно все внутри перемешать с бульоном. Мясо, картошку. Все аккуратненько перемешиваем. Обратите внимание, какой здесь бульон. Перемешав, закрывают крышку и надрезают вот в этой части выше уровня бульона. Затем нарезают по диагонали. И гостям накладывают обязательно корочку и картошку с бульоном. Если в семейном кругу, то вскрывают крышку и просто можно его кушать ложками. Посреди стола ставят. А так, таким образом. Но самое вкусное в балише — это нижняя корка, которая пропитывается бульоном. Она, во-первых, толще, она такая напитанная. И особенно она вкусная на второй день, когда его вот просто разогреваешь в микроволновке. Ну что, друзья, давайте попробуем, какой балиш у меня получился. Зур-Балиш. На вид красивый, как внутри, проверим. Дорогие друзья, вот такой зур-Балиш готовят у нас в Татарстане. Давайте попробуем, что у меня получилось. Корочка. Она внутри пропаренная, а снаружи чуть хрустящая, как я люблю. Вкуснота. На Украине и на Руси готовят также курник, называют. У нас готовят в деревнях еще с гусиных потрохов, очень вкусно получается. Готовят сладкий балиш с рисом. То есть вариантов много. Вот я вам показал один из вариаций. Мясо можете любое, какое вы любите, применить. Птица, говядина, баранина. Но когда делаешь ассорти, он вкуснее получается. А когда доберемся до нижней корочки, это будет вообще сказка. Опять же, замечу, тесто тоже хозяйки делают по-разному. Кто-то делает пресное, кто-то на кефире делают. Я вот вариант вам свой показал на сметане. Получается очень вкусное. Как обратили внимание, и внешний вид ровненько так пропекается. И в то же время мягкое, а сверху такое хрустящее. Кто хоть раз пробовал балиш, те понимают, какой у него вкус. Также вместо картошки у нас еще готовят с полбой. Тоже очень вкусно получается.
Дорогие друзья, а на этой вкусной ноте, по традиции, я хочу поздравить всех тех, у кого сегодня дни рождения. Дорогие мои, с днем рождения вас! Здоровья, счастья, любви, тепла и уюта в ваших домах. Будьте здоровы, будьте любимы, здоровья вашим детям, родителям, близким. Будьте добрее, отзывчивее, мирного светлого неба над вашими головами. А на этом всем пока, до новых рецептов. С вами был Волоха. Всего доброго, друзья.